Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим новые динамические наушники от компании TIN HiFi стоимостью $49. И приходят наушники в небольшой коробке, где на лицевой части имеется логотип компании и указано название этой новой модели C3 MK2, то есть это уже обновленная версия оригинальных C3. Ну а сзади указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает обновленный динамический драйвер диаметром 10 мм, но вот почему-то ни чувствительность, ни сопротивление, ничего здесь нигде не указали. И даже на официальном сайте компании этой информации нет. Возможно, это какая-то новая секретная разработка. Поэтому от нас решили скрыть вот эту информацию. Ну ладно, давайте теперь лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Довольно большой кейс для хранения наушников. Наушники. Совершенно обычный двухжильный кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек. Набор силиконовых амбушюр и запасные металлические сеточки для звуковода. Ну и гарантийная карточка. Наушники очень небольшие, выполнены полностью из черной смолы с очень приятным и немного знакомым мне оформлением лицевой панели. И что-то похожее я видел в APVOX Grid. Вот тут прям есть точно такой же 3D эффект, если немного покрутить наушники в руках. Да и золотистый логотип компании на обоих наушниках неплохо так вписывается в общую концепцию этого дизайна. Но тут располагается стандартный разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля, а рядом находится единственное отверстие для компенсации. Но на внутренней части здесь имеется маркировка канала, правый и соответственно левый. Ну и звуковод у этих наушников очень небольшой, с выделенным бортиком для лучшей фиксации амбушюр и защитной металлической сеточкой. Ну и сидят в ушах эти наушники отлично, вообще никаких проблем при их использовании у меня не было. Это максимально комфортная и достаточно глубокая посадка с хорошей звукоизоляцией. И использовать эти наушники можно как с комплектными амбушюрами, так и с любыми другими, что у вас есть. Ну а если комплектный кабель вас не устраивает, то поменять его на другой это не проблема. И какой-нибудь медный кабель к этим наушникам, как по мне, будет в самый раз. А там уж смотрите сами, выбирайте на свой вкус и бюджет. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат динамические наушники TIN HiFi C3 MK2. Вот так выглядит график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 10 дБ с просто идеальным переходом к области нижней середины. А акцент в области верхней середины здесь имеет усиление четко по моему таргету. Причем прошу заметить, что этот диапазон находится в паритете с низкими частотами, что не делает звучание этих наушников излишне вокально ориентированным и резким в этом диапазоне, но при этом необходимый драйв, энергия и эмоциональность подачи средних частот тут сохранена. Притом и обратите внимание, что и высокие частоты, как для динамических наушников, тут очень даже хороши. Они имеют расширение до 15 кГц и лишь потом уже плавно затухают. И в плане тюнинга, как вы понимаете, у меня никаких вопросов нет. Все сделано тут максимально грамотно и точно, и в плане настройки это прямо идеал, особенно если вспомнить, сколько стоят эти наушники. Ну а теперь давайте разберем звучание этих наушников уже более подробно. Ну и первое, что сразу ощущается, это мощный, текстурный и контролируемый бас. Здесь нету какого-то избыточного гула или чрезмерного давления, но при этом низкие частоты в этих наушниках обладают отличной плотностью и весом. Они достаточно прозрачные, текстурные и четкие в своей подаче, и не сливаются в какой-то непонятный общий фон, а наоборот очень грамотно подчеркивают ритм и энергетику треков. И бас в этих наушниках уходит очень глубоко, создавая необходимую основательную фундаментальность в звучании. Да, конечно, не на уровне каких-то супер басхедных наушников, но по крайней мере он слышится не просто как гулкое давление, а именно как текстурный, разборчивый отдельный слой, который как раз и подчеркивает всю глубину записи. И в треках уже с более выраженным басом все собасовые вибрации чувствуются достаточно телесно и остаются в рамках контроля. То есть при прослушивании совершенно у вас нет ощущения какой-то чрезмерной
жирности или замыленности, да и мидбас обладает отличным панчем и плотностью. Удар на инструментов передаются хлестко и собрано, с очень даже явно выделенной начальной атакой, а электрогитары, бас-гитара и другие низкочастотные элементы звучат упруго и динамично с хорошей слышимостью дисторшена и сатурации. И как раз этот диапазон дает музыке хорошую и необходимую округлую ритмическую основу, не проваливаясь и не заваливая середину, что, как по мне, очень важно. Я надеюсь, вы со мной в этом плане согласны. Поэтому бас в этих наушниках не просто какой-то качающий или глубокий, а действительно качественный. Он проработан, текстурирован, не превращается в какой-то размытый однотонный гул, при этом он не уводит общее звучание в темную или слишком басходную сторону. То есть баланс в этих наушниках очень четко сохранен. Ну и серединка в этих наушниках ощущается увесистой, насыщенной, но при этом сохраняется здесь хорошая прозрачность и чистота в общем звучании. Тут нет какой-то излишней агрессии, нету сухости или нету недостатка энергии и экспрессии в подаче вокала, так как вокал в этих наушниках звучит наполненно, естественно, с приятной глубиной и объемом и заметной теплотой в области нижней середины, за счет чего мужские голоса передаются очень так плотно, с хорошей такой грудной основой, а женский вокал звучит воздушно, с правильно переданным насыщением, но при этом тоже заметной такой добавочной телесностью, поэтому у вас нет ощущения какой-то излишней легкости или чрезмерного яркого неприятного подъема в области верхней середины, за счет чего вокалисты тут не звучат как-то тонко или отстраненно, а наоборот располагаются перед слушателем с естественной, приближенной и немного интимной подачей. Да и инструменты в этих наушниках имеют хорошую массу и вес, электрогитары и акустические гитары передаются с приятной атакой, но без какой-либо лишней резкости, а клавишные звучат насыщенно, с характерной и текстурной фактурой, да и ударные обладают довольно бодро подчеркнутыми переходными процессами, и самое главное, что не звучат как-то сухо или резко, то есть контроль над вот этим диапазоном здесь очень хороший, а как вы знаете, я не люблю излишне акцентированные наушники в этом диапазоне, поэтому Teen Hi-Fi меня тут очень даже порадовали, так как лично для меня очень важно, чтобы середина не была чрезмерно завалена басом и не звучала излишне энергично и резко. И вот как раз в бюджетных моделях я часто встречаю так, что низкие частоты могут немного больше, чем мне бы хотелось, захватывать нижнюю середину, делая звук немного мутным или излишне теплым и приглушенным, но здесь этого нет. Наоборот, середина тут подается очень открыто, насыщенно и без упрощения текстур или потери деталей, что для наушников такой ценовой категории, как по мне, это просто отличный результат. Ну а высокие частоты, на мой вкус, тут получились действительно классными, они достаточно детальные, техничные, но при этом самое главное, что совершенно не утомляют, так как здесь нет ощущения какой-то лишней резкости или агрессии, да и звучание в этом диапазоне реально очень чистое, не темное и излишне не сглаженное, с хорошей разборчивостью и прозрачностью, да и детализация для наушников в таком бюджете тут очень даже хорошая, уж поверьте мне, ребята, я встречал куда более дорогие наушники, которые имели куда более простые высокие частоты, а тут прям и все мелкие нюансы в треках отлично прослушиваются, и тарелки звучат естественно, да и послезвучие очень плавно затухает, ну а шепот, дыхание вокалистов или реверберация от инструментов добавляет большей живости композиции, причем и в сложных треках верх тут не разваливается в какую-то непонятную кашу, остается очень собранным и читаемым, поэтому можно очень даже неплохо проанализировать музыкальные композиции, что для бюджетных наушников, согласитесь, это довольно редкость из-за очень частых упрощений в этом диапазоне, а здесь же в этом плане все очень даже хорошо, так как и протяженности и воздуха нам тут не пожалели, за счет чего высокие частоты тут не обрезаются как-то резко и не воспринимаются как зажатые, что дает большее ощущение простора, как уже на более серьезных и дорогих моделях. Да и в общем и в целом подача здесь не кажется какой-то сухой или скучной, так как есть тут и приятная легкость, и хорошая открытость с воздушностью, особенно это замечается на симфонических инструментах, акустике или женском вокале. И самое это главное, что баланс в этом диапазоне выстроен очень грамотно. Забудьте вообще про какую-либо яркость там или агрессивность и темную и заваленную подачу, так как высокие частоты в этих наушниках отлично вписываются в общую картину. Они подчеркивают необходимые мелкие детали, но не отвлекают вас от музыки и не давят вам излишне на уши. Сибилянтов тут нету, тарелки звучат звонко, с хорошо подчеркнутой
первоначальной атакой, но не режут слух, да и высокие струнные партии в оркестровой музыке передаются чисто и без лишней колкости и искажений. Поэтому, подводя итог, верх тут получился действительно крутым, он детальный, воздушный, техничный, но без какой-либо неприятной резкости и усталости при длительном прослушивании. В общем, все тут очень сбалансировано, слушается приятно и максимально естественно, без каких-либо странных и кривых тембров. Да и для своей ценовой категории звуковая сцена у этих наушников очень даже радует. Она не зажата, не плоская, а вполне просторная и хорошо организованная. Ширина и глубина ощущаются натурально, нету эффекта узкого, так скажем, тоннеля, когда все звучит строго вот в центре головы, так как звуки в этих наушниках располагаются с хорошим разделением, и у вас есть четкое понимание, что находится ближе, а что дальше. И именно это создает ощущение правильного сформированного пространства, особенно заметного на живых записях или каких-то уже более атмосферных треках. Да и разделение инструментов тут очень даже четкое, каждый элемент находится на своем месте, ничего не сливается в непонятную кашу, а инструменты не наваливаются друг на друга, за счет чего можно легко сфокусироваться на отдельных партиях. И в целом сцена у этих наушников реально очень открытая, с хорошей глубиной, шириной и разборчивостью. Музыка дышит, локализация максимально понятная, без каких-то явных упрощений, поэтому инструменты располагаются очень естественно и понятно для всех, особенно для тех, кто вот только первый раз пробует какие-то внутриканальные наушники. И для вас, ребята, это будет просто прямо идеальный вариант сейчас, хоть играя в игры, хоть прослушивая музыку. Ну а вывод по динамическим наушникам TIN Hi-Fi C3 MK2 у меня получился таков. Это без всяких сомнений отличные наушники, которые меня буквально поразили своим звучанием. И выпускать эти наушники за такую небольшую стоимость, это как по мне просто безумие. Серьезно, я думаю, что они должны стоить намного дороже. Ибо за эту стоимость вы получаете очень грамотно выверенный нейтральный тюнинг, достаточно мощный и весомый бас и очень приятную и неяркую комфортную подачу. Без какой вообще либо лишней там яркости или резкости в звучании. Ну серьезно, ребята, за эту стоимость я даже не знаю, кому здесь что-то может не понравиться. Это реально отличные наушники, которые я смело рекомендую к покупке в этом ценовом бюджете. Ссылка на их покупку находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genial, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.